Всем привет, это Вадим. С очередной подборкой приколов всяких из секонд-хенда. Ух, какие вещички попались вообще просто. Держитесь крепче за стул, сейчас покажу. Будет круто. Ну смотрите, чудо сапоги. Сначала подумал только на панель, потом думаю, на какую панель? Подумают, сумасшедшие. Без работы останется. Это вот прям в точности иллюстрация этого Ерофеева Венедикта в обществе блестящих женщин села Караваева. Да, это вот как раз ужас. Клеенчатые сапоги. Кошмар. Кто это их слепил-то? Ну, автор разумно предпочел остаться неизвестным. Это разумно. Хоть что-то разумное сделал. Ну и вот очередное чудо китайской промышленности. Тут волна. Тут дермантин. Конечно, дермантин ужасный. Ну, в принципе, кроссовки все делают из кожзама, но кожзам бывает разный. Это ужасный. Так, читаем. Вот это все время прикол, что они тут понапишут. Denim as original. Так, quality правильно написали, клон тоже. Dead stock сами. Не, вот это еще. Вот это уже, да. I want to see the day. Call with you that stocks. Так, с некоторыми словами, конечно, проблема. Ну, 4 грамматических ошибки для такой бирки, это, в принципе, немного. Это прогресс налицо. Вещь. Сзади ничего не написали? Нет, ничего нет. Только здесь. Постарались. Ну, в общем, такой начальный уровень языка. Не, вообще даже нет, что я говорю. Продвинутый, безусловно. Потому что вот quality clothing написано безупречно. Да, кстати, причем здесь одежда-то? То есть написано-то безупречно. Качественная одежда на ботинках звучит хорошо. Что и говорить. И, кстати, тут вон их еще одна пара. Кто-то 2 пары купил. Одну поносил. И другую новую. Прям так. Ну его в баню. Сдался в Гудвилл. Вот дают. Это у нас что? Мода Милана. Ну, конечно. Можно угадать, где сделано? Казеферштейн. Где же еще делают? На Малой Арнаутской. В этом, в Шанхае. На Малой Китайской. Да. Ну, это, конечно, прикол. Еще веревки. Смотрите, шнурки как веревки. Слушай, оригинально постарались. Там дизайнеры. Прям мозговой штурм был. Как так сделать? Спародировать Air Force, чтобы что-то оригинальное получилось. Круто. Ну, вот, казалось бы, ничем не примечательные. Как это назвать? Чуни? Не знаю. Смотрите название бренда. Стилька а-ля кожаная, не кожаная. Тут бирка налеплена. Вот. Волк и пастух. Супер. Рыба и рыбак. Ну, по какому-то, это 15 размер, это даже не знаю, в переводе там 50 что ли. Это лыжня и лыжник. Дед Маза и зайцы. Ужас. Это кто там? Волк, надо думать. Ну, я поржал, конечно. А потом цену посмотрел-то. А они новые. А это новые. Под 100 баксов уходит. Вот уже и не смешно. Вот вам и волк с пастухом. Круто. Лыжи, конечно, последнего размера, но в таком состоянии возьму. Какой-то снежный человек купит. Ну, это прикол, конечно. Волк и пастух. Вот майка прикольная. В принципе, сразу ясно, вот откуда все это. Когда внимательно прочитаешь вот это все. Весенние каникулы. Гуляй как последний раз, в общем. Если не выпил, день прошел зря. Это самое, получить диплом пьяницы и так далее, в общем, все.
Ну и, соответственно, потом, я так понимаю, это в 2005 году в South Padre Island, где-то в Техасе, чувак прям реально как свинья и валялся где-то. У меня только вопрос, зачем он майку с собой притащил. Ну, наверное, уже просто одежды не осталось. Не знаю, хранил как память, что ли, до последнего. Так уже 20 лет прошло. Вещь, конечно, да, это прикол. Nike пасхальная версия Air Force 1. Давно мне попались в развес, я все держал. Про Air Force у меня вертится в голове выпуск, так называемые народные кроссовки. Может быть, сделаю когда-нибудь. Речь не об этом. Ну, смотрите, как всегда, Nike. Ну, это, конечно, не самая буйная раскраска, но, в общем, оригинальничает, да. И вот у меня такое впечатление сложилось, что на фирме Adidas озадачились. Что-то надо с этим делать. И вот, значит, добыли, наверное, несколько видов подобного чудес этих кроссовкостроения. И, как мне кажется, дизайнер сказал: отдайте-ка мне вон тех грибов, вон тех мухоморчиков. И придумали вот такое чудо. Смотрите. Это сколько же надо было мухоморов? Я даже вот просто затрудняюсь сказать. Какому количеству людей одновременно. Причем это мужские. Представляете, вот кто это будет носить? Носят. Одни чудиловы делают, другие чудиловы носят. Это Джеймс Харден, популярный баскетболист. Да, создано. Вот он прям сидит ночами и создает вот эти рисунки. Ну да. Это том 5, сейчас уже, по-моему, текущий 9 или 10. То есть там таланта много. То есть нас еще ждут шедевры. Даже круче, чем это. Я когда увидел, я просто прям чуть не упал. Я вначале подумал, просто китайская какая-то фуфлынь. Думаю, что китайцы слепили так с пьяну, в общем, из серии там, нехай этим американцам. А нет, это, оказывается, продуманный дизайн. 3 полоски. Вот у меня просто нет слов. И я теперь только думаю, а каков будет ответ Адидаса вот на эти Nike? Вот они, видите? Как это там? BHM. Это Black History Month. Месячник истории афроамериканской. Вот если есть сомнения, это вот все так и было. То есть вот они, конечно, поношены, это понятно. Но вот они такие и были. По-моему, это так как-то уже граничит, как это сказать, не очень. Что, дескать, люди определенной расы вот какое-то такое производит впечатление. Смотрите, тут типа под железо, тут все типа разодрано, тут вот это вот все болтается. Не знаю, у меня, в общем, очень много вопросов по поводу того, кто это придумал. Но что на это скажет Adidas, какими мухоморами или даже более крепкими препаратами они закусят и придумают, ну, посмотрим. Скоро увидим. Ну вот, скоро буду Хабло Эспаньол. Затарился пимслером. Представляете, в бинах был. Это вообще, конечно. Первый, второй, их вообще 3 всего. Ну, мне, я думаю, и 2 хватит надолго. В чем преимущество, что пимслер ориентирован на аудио. Вот, а мне как раз вот аудио и надо, чтобы в машине ездить, пока слушать в машине, да. Вот. То есть тут куча аудиодисков, по 16 в каждом. Может, я их для удобства сброшу на флешку.
И буду слушать. Может быть, что-то и впитаю. Так вообще хотелось бы изучить. 16 и 16, да, 32. К ним прилагается буклет, его в онлайне можно скачать. Здесь ничего нет. Такая вот интересная была находка. Но вообще Пимслер достаточно так котируется, насколько я знаю. Золотое издание, вон, Gold Edition. Ну, заценим. А, у меня же еще прикол. У меня моя соседка, преподаватель испанского. Так что есть у кого спросить. Мы вообще втроем. Я, вот она преподаватель испанского, и потом моя коллега преподаватель математики. Так что мне есть у кого спросить, с кем, так сказать, попрактиковаться. Ну и в Гудвилле тоже есть. Ну, в смысле, прям знакомые уже, с которым так нормально общаемся. Я помню это одной Рози. Такой, Рози, кепаса. Она так, not much, amigo. Так это, нормально, поговорили. Надо на русский переходить, учить их. Там молодой парнишка, который тоже из мексиканской семьи, но он здесь родился. Он какие-то там по-русскому взял учебники старые. Я говорю, ну как, учишь? Так что-то ему говорю, привет, как дела, что-то такое. Так вот, дразню вас, ну что, давай, говорю. Учи, раз взялся за гуш. Не говори, что не дюж. Ну, конечно, кого он выучит, что у него практики нет никакой. Раз в неделю со мной. Ну, такая вот интересная такая находка. Памятная доска. Ну, вроде даже из дерева сделана. Не могу вот понять. С одним из, не то чтобы афоризмов, но что-то такое по поводу денег. Так старина Франклин, он же известный был своими всякими нравоучениями, поучениями и все, что только можно. И вот смотрите, искусство многоденежье, чтобы у каждого человека в кармане были деньги. Доктор Франклин советует. И он причем не просто советует, смотрите, а он советует в виде ребуса. Я начал читать и заколдобился. И думаю, ну вот как для развлечения, наверное, студентам своим дам в каком-нибудь классе. А, где вот у нас как раз это финансовая математика. Скажу, вот вам советы от Франклина. Расшифровывайте. Кто первый расшифрует, тому там бонус дам на тесте. Эх и вещь, конечно, да. То есть просто так написать был не камильфо. Нужно было зашифровать. Пусть помучаются. Нет, приколист, конечно. Франклин. Да, кстати, вот вспомнил, если кто не видел, сериал с Майклом Дугласом, по-моему, так называется, Франклин, где период, когда он был послом во Франции и пытался склонить французов, чтобы они помогли колонистам в войне за независимость. Ну, понятно, тогда Франция с Англией это были на ножах. Мне понравился, хороший сериал. Ну, Майкл Дуглас, он тоже понятно. Ну, вообще, как всегда. Так что, если будет интересно эта тема, то посмотрите. И напоследок покажу урожай жориков. Джордана попались. Причем все это в один день. Вот это был улов. В бинах. И это ни много ни мало. Джордан ретро, какой-то там из них, не знаю. Newspaper. Ну, что в газете, сами видите. Джордан. Туда-сюда. Это Джордан. Он великий. И могучий, и прыгучий, и все такое прочее. Вон он, Jordan leads the way. Никто его никогда нас не догонит, его не остановит. И все такое прочее. Ну, не сказать, чтобы это прям было дико дорого, я думаю, долларов 40. Не проверял, потому что в хорошем состоянии что-то будет стоить. То ли третье, то ли четвертое. Небольшой размер, ну, состояние хорошее. Тоже в бинах валялись, я успел взять. Вообще ребятишки за ними охотятся, но на них спрос не сказать, чтобы был очень большой, очень много подделок. Эти, правда, выглядят настоящими, но это они могут выглядеть сколько угодно. Поэтому вообще не знаю, может 30, может 50.
А вот смотрите, какие уникальные, тоже Джорданы. Вот он, сам попрыгун. Просто замшевые чуни. И, кстати, и стоит не очень дорого. Вот эта аббревиатура мне неизвестно, что значит. Но вроде бы замша настоящий, насколько я могу судить. Хотя с найками никогда не знаешь. Кстати, не очень дорогие, то есть там 35 или что-то вроде того. Ну, что-то. Раз руки пришли, то иди к папе. По-моему, такие я показывал когда-то. Они в бинах были убиты, а это в магазине были забытые. Nike Zoom. Вот. Это, я так понимаю, плюшка какая-то? Смотрите. Или этот гамбургер. Бургер сам пытается играть в баскетбол. Вот мне интересно вот мысли дизайнерские. Вот, что он курил, что нюхал, какой клей, когда вот он эту картинку придумал. Но с найками. Я так понимаю, они уже, наверное, весь клей на планете обнюхали. 72-й год. Это когда они их самые первые сделали. Ой. Ну да. А это какой-то фрит. Видите, вместо и подошвы. Британские какие-то для скалолазания, что ли, они такие легкие. По-моему, даже на eBay я такой не нашел модели. И там европейские размеры 45 и еще UK 10. Это, я так понимаю, значит, американские 11. Карвин. Калвер. Ребята, кто из Европы, прокомментируйте вообще, что это такое. Первый раз вижу. Ну, хорошее состояние, рискнул. Ну, что-то тогда принесут. Ну вот, такой обзор. На этом у меня все. Всем пока.